Но Настя. это не настоящий огонь, это фонарики. Да. Это не настоящие палки. Ой, это не настоящие. А вот это. Всем привет! И вы на канале Happy Decoration, и с вами Аня Ковалева. Ну что, друзья, в преддверии Новый год. И я точно знаю, что каждый из вас мечтает о сказочном камине. Все больше и больше популярность набирает мой пошаговый видео-мастер-класс по созданию камина из картона. Но в ходе общения с вами вы мне задаете вопросы: но где же купить такие большие гофролисты размером 2,50 на 1,60 м? Но где же взять столько времени в предпраздничной суете, чтобы изготовить этот камин? Ну, как показала практика, после Нового года у многих возник вопрос: куда же деть этот самый камин? Продать после Нового года он будет неактуальным. И тут остается два варианта. Либо применять его в своем интерьере до следующего Нового года, либо выкинуть на мусорник. Обидно, не правда ли? Я долго думала, какие же варианты вам еще посоветовать и подсказать. И я его нашла. Это картонный камин от картонного папы. Сейчас в руках у меня эта самая коробка, и сегодня я буду вместе с вами собирать этот камин, покажу инструкцию по его сборке, а также во второй части видео я вам покажу несколько вариантов декорирования камина. Смотрите, что он из себя представляет. Это вот такая коробочка. Здесь содержится наш сказочный камин размером 90 на 40 на 94 сантиметра. И прежде чем начать видео по сборке камина, я хочу вас обрадовать, что для вас, для моих подписчиков, при приобретении данного камина и не только любой картонной игрушки у картонного папы действует скидка 5% по промокоду Happy Decoration. Возможно, у вас в процессе видео мастер-класса безумно захочется сделать заказ, поэтому не теряйте время, переходите на его сайт, кладите камин в корзину и при оформлении заказа в комментарии пропишите: приобретаю камин по промокоду Happy Decoration. Ну а я, пожалуй, приступлю его собирать и покажу вам, как это легко и просто сделать. Так, открываем нашу коробочку. Та-дам! И вот они, самые картонные части. Так, и на самом дне коробочки я нашла прилагаемую инструкцию по сборке камина, ею буду руководствоваться. Итак, первым делом мы с вами находим вот такую вот деталь. Мы ее переворачиваем на бурую сторону. Здесь есть два таких хвостика. Затем мы берем с вами вот такой прямоугольник с прорезями, деталька. Переворачиваем тоже на бурую сторону. Отгинаем и вот таким образом всовываем деталь в деталь. Следующее мы берем вот такую деталь. Вот так она выглядит. Подгоняем ее под вот эти клапаны. Вот видите, эта сторона с этой совпадает. И мы просовываем. И вот эту часть мы ее загибаем вот таким образом. Сгибаем. Так, следующий этап. Нам необходимо взять вот такие две одинаковые детальки и согнуть вот таким образом. Теперь в нашу первую собранную часть нам необходимо вставить вот эти детальки. И вот берем вторую часть
так ее одеваем. И теперь нам необходима вот такая самая длинная часть камина. Ее необходимо согнуть вот таким образом. Вот так, с одной стороны и с другой стороны. Вот что здесь получается. И теперь мы берем эту часть и вставляем вот сюда. Вот такой черновой вариант, да, получается. Здесь имеются два отверстия. Вот там внутри у нас еще есть один клапан. Как раз получается, нижний клапан сюда вставляется, верхний сюда. Все, нижний клапан я вот там внутри закрепила. Что мы делаем теперь с этими частями? Мы их сгинали на два сгиба. Теперь берем, чуть-чуть отгинаем и вот так вот в эту область сухаем. Вот такая у нас получилась часть. Следующий этап мы должны его перевернуть. Так. И поднять вот эту крышку, соединить вот с этими клапанами. Следующий шаг в камине нам необходимо взять вот такую деталь. Это будет задник нашего камина. И здесь есть два клапана. Вот. Их нужно вот сюда продеть. Итак, следующий необходимый элемент выглядит вот таким образом. И мы его должны с вами вставить вот в эти отверстия. Вот что у нас получилось, да? И теперь этот элемент необходимо согнуть еще в 2 раза. То есть будет линия сгиба вот здесь и здесь, вот таким образом. Видите, он как бы создает объем. Необходимы следующие детальки. Вот такие они у нас. Смотрим, где самая большая прорезь, мы ее делаем вот на эту стенку, крепим. То есть сгибаем вот таким образом. Здесь самая большая прорезь, и она у нас будет сбоку. И тут у нас есть прорези. Я беру клапаны и вставляю. Следующим образом вставили вот сюда, в эти прорези. Мы это делаем вот таким образом. И нам осталось самое последнее, это крыша. Вот такая у нас крыша. Она также сгибается и делается такую 3D фигуру, можно сказать. Смотрите, здесь у нас идут сзади 3 прорези, как раз у нас идет 3 клапана. И мы накрываем, все это дело подгибаем и закрепляем.
можно использовать тоже горячий клей, да, как вариант для того, чтобы камин был еще более прочнее, еще более устойчив. Где-то внизу на нижних частях я капала немножко клея и просто клапан придавливала к стеночке. Ну, можно этого и не делать, все на ваше усмотрение. Вот здесь прорези, и сюда необходимо нам это все дело вставить. Ну что, наш картонный камин готов. Посмотрите, какая красота. Конечно, моя дочь тоже приняла участие в этом видео-мастер-классе. Пока я отлучалась с комнаты в комнату, она увидела этот шедевр, взяла фломастеры и, в общем, мне уже его задекорировала. Так что ставьте, дочки, лайки. Ну а я буду вам показывать декор. Что мне очень понравилось в этом камине? Во-первых, он собирается как конструктор. Что мне понравилось? Что камин не выглядит просто обычной квадратной коробкой. То есть в нем присутствуют вот эти 3D-элементы, которые делают в нем какие-то углубления визуальные, плавные переходы, то есть не просто, да, прямоугольник картонный, а вот он сделан с выемкой некой, и это очень круто. Во-первых, вы можете этот камин задекорировать по технике, как я декорировала камин, который собирала сама. Ссылку на эту технику я поставлю под видео. Так что вы можете эту технику беленых кирпичей применить также точно и на этом камине. Ну а сейчас я вам предлагаю рассмотреть другие варианты декорирования. Я буду использовать вот такую зеленую гирлянду, маленькие такие подвесные игрушечки. И я нарезала заранее вот такие кирпичи. Кирпичи выполнены из дизайнерской бумаги, она у меня плотная, 280 грамм, в принципе можно взять и менее плотную бумагу. И нарезала ее вот на такие прямоугольники, размер ее где-то 12 сантиметров на 5 сантиметров. Красные прямоугольники, они же кирпичи, и коричневые. При помощи чего же крепить эти кирпичи? В своих работах для крепления бумажного декора к стенам, к различным поверхностям я использую вот такой вид крепления, называется клейкая масса Blue Tack. Есть, конечно же, и другие аналоги, некие пластилин или похож он на жвачку. В упаковке он представлен вот в таких пластинках. Это вообще многоразовая клейкая масса. То есть вы отрываете маленький кусочек, цепляете или на цветок, или в данном случае у меня это будут кирпичи, и буду приклеивать на камин. Таким образом, декор можно сделать съемным и различным на каждый ваш Новый год. Конечно, вы можете в работе использовать и горячий клей, даже если вы капельку горячего клея нанесете на кирпичи и приклеите к камину, вы также без труда сможете это все снять аккуратненько канцелярским ножом. Клейкая масса это крута в том, что даже если у вас кирпич отвалился или цветок от стены, вы возьмете этот кирпич, возьмете эту клейкую массу, разогреете ее в руке, пока она не станет теплой, опять приклеите и опять нанесете на поверхность. Все, и ваш кирпич опять будет на месте. Ну или цветок. Крепить гирлянду тоже достаточно легко к картону. Здесь можно использовать вот такие иголочки, да, обычные булавки. Они прекрасно вставляются в картон, особых следов не оставляют, и за них вы можете уже вот таким образом вешать гирлянду, да, крепить ее здесь, как пожелает ваша фантазия. Вот такой вариант у меня получился декорирование с коричневыми кирпичами из бумаги. Конечно, если художество дочкины убрать фломастера с картонного белого камина, смотрелось бы гораздо лучше. И сейчас я приступлю к декорированию второго варианта, а вы напишите мне в комментариях, какой вам больше понравился. Итак, предоставляю второй вариант оформления данного камина. Он оформлен также
при помощи клейкой массы и бумажных кирпичиков. Только в этом случае кирпичики уже красные. Так что берите себе на заметку и этот вариант оформления камина. Хочу вам показать, что же я использовала в качестве огня. Обычный деревянный спил, на который я приклеила обычные палки, которые собирала осенью. На горячий клей я приклеила их по периметру и создала такой некий костер, некий конус. И теперь самое интересное, когда мы включаем наш огонь, получается вот что. Реальный эффект угольков. В качестве света я использую вот такую вот светодиодную ленту. Она идет, вот блок питания у нее идет на батарейках. И вообще эта светодиодная лента, она сама по себе имеет, видите, такой холодный оттенок. Для того, чтобы добиться теплого цвета, я просто взяла акриловые краски и покрасила эти фонарики в красный цвет. И таким образом получилась следующая световая лента. Посмотрите, как она выглядит, прям как настоящие угольки, да. Было бы очень круто, если вокруг спила и вокруг этого костра вы положите камни, булыжники. К сожалению, я заранее этот момент не продумала, не собрала булыжники, в городе мне достаточно сложно их найти, и поэтому я как вариант просто использовала крафтовую бумагу. Я взяла ее, пожамкала и оклеила вокруг этого спила. Ну, получилось тоже довольно неплохо. Я надеюсь, что мой видео-мастер-класс для вас был очень полезным. Картонный камин от Картонного Папы — это реально круто. Приобретайте, даже не сомневайтесь. В чем же плюсы этого камина? Во-первых, это камин сборный. Вы его соберете на Новый год. После Нового года вы его также соберете обратно в эту самую коробку и уберете с елочными игрушками до следующего Нового года. То есть это не одноразовая вещь, это многоразовый декор. Во-вторых, если вы продумаете съемный декор, то каждый свой Новый год вы сможете украшать эту картонную основу по-новому. И у вас каждый Новый год будет новый камин. Конечно, в-третьих, вам не придется заморачиваться с картонной основой. Покупать материал, вырезать картон, склеивать, тратить на это время. Вам останется самая приятная часть – это его декорирование. Вам необходимо перейти на сайт Картонного Папы, ссылку на магазин я указываю под видео, и при заказе в комментариях прописать промокод Happy Decoration, по которому вы получаете 5% на все игрушки Картонного Папы. Кстати, на сайте у Картонного Папы вы можете найти к Новому году не только камин, но и картонные елки. Это также очень крутой декор, который можно очень стильно обыграть. Подписывайтесь на канал, ведь каждую пятницу выходят пошаговые, интересные, актуальные видео-мастер-классы для вас. И чтобы ничего не пропустить, нажимайте обязательно на колокольчик рядом с подпиской. Всех с наступающим Новым годом! Побольше маме лайков больших, а то она не обрадуется, если вы поставите без лайков.